Всем привет! Сегодня дома. Заниматься буду мастерской. Старожилы моего канала знают, что у меня когда-то здесь был курятник в самом начале. Вот это 20-й год. Даже еще насест остался. Когда кур не стало, сюда поскидывал какие-то материалы, коробки. Вот эти моменты сейчас сложу в коробку все. Сломаю все насесты, гнезда. И буду застилать уже, начну с пола, буду застилать квикдеком. И, естественно, потом стены и потолок. Обшиваем 22-м листом пол. Под ламинат стены у нас идут в цвет бетон, темные. Ламинация. Вот потолок у нас уже будет светлый, тоже с ламинацией. Вот такая плита у нас будет монтироваться на пол. Толщина 22 мм, квикдек, влагостойкие строительные плиты. И самое важное и главное, вот смотрите, укладка маркировкой вниз. Сейчас плиту положу на пол. Вот, возьму клей. Кстати, можно клеем герметиком, пеноклеем как бы приклеивать к основанию, но я делать не буду, я просто напрямую буду притягивать саморезами. А все стыки между собой плит, которые по шпунту, буду уже проклеивать. Вот смотрите, помощница пришла у меня. Для работы мне понадобится циркулярная пила, для того, чтобы по длине отрезать винтоверт, угольник, рулетка, карандаш. Сейчас вот начинаем с этого угла, потому что один край у нас с пазом, а второй с шипом. И как раз у нас будет все. Следующая панель сюда спокойно состыкуется. Оставляю небольшой зазорчик. И сейчас полностью все на саморезы прокручу. Все стыки промазываем, чтобы не было никаких протечек. Саморез закручиваем за подлицо, чтобы потом напольному покрытию не мешали. Первый ряд бросил целый лист, потом померил расстояние. Остаток у нас пошел на второй ряд. Промазал все клеем и буду монтировать уже целый лист. Вы можете видеть стеллажи, я монтирую их, вот устанавливаю. Сейчас покажу на одном, как я это делаю, расскажу порядок действий, вот, как они выглядят вообще, потом полностью все покажу. В общем, основная часть у меня уже собрана. Я думал, это не так интересно, но все-таки решил записать, чтобы были в курсе. Вдруг приобретете, там, конечно же, есть инструкция, но уже будете знать, как это делать. Достал первые 4 штуки метровых, получается, стоек.
одел ножки специальные, которые идут в комплекте. Вот сейчас буду уже монтировать уголочки. Для крепления полок вот идут вот такие уголки по 4 углам на каждую полку. И, естественно, в комплекте болты с гайками. Сейчас на все 4 ножки закрепил временные уголки. Тут можно расстояние регулировать под ваши потребности. Отверстий очень много. У меня наглядно получается первая полка. Здесь порядка 450 миллиметров, чтобы крупногабаритные инструменты, что-то оборудование спокойно вставало. Ну вот, а дальше у меня идет по 350-400 миллиметров зазорчик. Ну и верхняя там 200. Вот, так как высота у нас такая у меня стены, как бы вот. Сверху небольшая полочка получается. Первый ярус собрал, полочка первая установлена. Сейчас вот на эти уголки буду устанавливать уже вторую полочку, но прежде мне нужно немножечко вот так вот их отогнуть, чтобы полка сюда спокойно зашла и не упала. Берем полку и аккуратно вставляем на свое родное место ее. И вот на уголочках она должна у нас сесть. После того, как полку поставили на свое место, нам нужно соединить все вот так вот. Болты получается везде. И самое интересное, тут у нас есть язычок. Вот этот вот. Его нужно будет разгибать. Сначала наживляю все винты, болты. Вот, а потом при помощи шуруповерта закручиваю. Ну вот так выглядит полностью собранный стеллаж. Здесь у меня получается, к сожалению, небольшой зазор, который не будет ничем заниматься. Полностью по всей длине у меня стены. В общем, вот такая картина получается. Следующий этап. Буду продолжать дальше потолок. К сожалению, карта памяти решила, что не нужно сейчас показывать окончательный вид мастерской и удалила все финальные кадры. В скором времени мы покажем установку верстака, покажем, как сделать удобное хранение инструмента и многое другое. Следите за новыми роликами, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Ну а на этом все. Пока-пока.